О всадниках, будто воскресших из глубины героических веков, знала вся Россия. О них писали газеты, о них с восхищением говорили в дворцах и в рабочих поселках. Там, где появлялись полки дивизий, враг многократно увеличивал свою оборону. Там, куда они направляли своих скакунов, не было пощады и снисхождения. Их непривычный вид удивлял своих и повергал в ужас врагов. Всадники дивизии были на острие знаменитого Брусиловского наступления. Восхищенный одним из их прорывов, Николай II приказал наградить всех его участников Георгиевскими крестами. Факт редчайший, чтобы весь личный состав воинского подразделения за один бой был удостоен боевых наград. Сотни этой дивизии останавливали рвущихся вперед врагов и лавиной переходили в контратаки. Так была разгромлена непобедимая железная дивизия немцев. Так было спасено немало отступающих российских полков. Дивизия оставалась одной из немногих соединений, которая не потеряла дисциплины и до конца оставалась верной воинскому долгу, даже в период всеобщего разложения и хаоса в российской армии и в целом в государстве. За все время существования эти полки не знали ни одного случая дезертирства из своих рядов. Всадники дивизии никогда не оставляли на поле битвы своих раненых товарищей и ни разу не подводили своих командиров. Они отказались присягать другому правительству и до конца остались солдатами чести и мужества. Их передовые части были уже на подступах к Петрограду и могли спасти Россию от революционного хаоса осенью 1917 года. Но политики распорядились по-другому, а всадники не захотели идти против своих сограждан. В нашей студии «Элиафильм» уже давно, в течение 5-7 лет, собиралась информация о так называемой «дикой дивизии», Кавказской конной дивизии, специально сформированной из числа добровольцев-кавказцев в начале Первой мировой войны в 1914 году. 6 полков этой дивизии прошли горнило Первой мировой войны. И это был уникальный опыт служения кавказцев Российской империи. К сожалению, об этом мы забыли сегодня. Мы хотели восстановить историческую справедливость, рассказать об этом уникальном воинском формировании в российской армии и отдать должное и дань памяти этим людям. По замыслу, по сценарию у нас 3 серии о сформировании дивизии, о том, в каких боях они принимали участие, и потом, какая участь достигла их во время гражданской войны. Они были расколоты. Но до последнего, это уникальное соединение, до последнего оставалось верной присяге, и об этом хотелось нам рассказать. Мы были в переписке с покойным ныне Солженицыным на эту тему. Он активно поддерживал нашу идею. Мы хотели с ним записать интервью на эту тему, но, к сожалению, не успели. Мне кажется, что как раз в следующем году будет отмечаться столетие начала Первой мировой войны, и есть явный информационный повод рассказать об этом уникальном воинском соединении. И я был бы счастлив, если была такая возможность осуществить проект и снять документально-художественные фильмы, посвященные дикой дивизии.